Да, я мониторю твиттер этого человека каждый день. Каждый день. Но стоило мне один день. Один божий день пропустить! Ах, как быстро летит это неуловимое время. Вот только вчера ты продвигаешь подавающие надежды демку очередного, казалось бы, ничем не примечательного порта мобильной игры, как уже сегодня чувак доделает все уровни компании Соника. Некоторые люди не видят интереса во всех этих фанатских творениях и движках по причине того, что дальше пресловутых демо с демонстрацией геймплея ничего не заходит. Но ёперный 06 Chaos Iska сумел не только нас впечатлить качеством своих демо-версий P06, но и, мать его, закончить все уровни компании одного персонажа. Я уж даже не знаю, человек ли он. 20 лет, программист, вроде как художник, пилит ремейк 06 на ПК, пилил Unleashed на ПК, но по причине потерянного интереса остановился. Хотя наработки, в принципе, ничего. Да еще и, райдерсами в перерыве балуется. Что ж, думаю, больше тут ничего и не скажешь. С вами Сумочкин. Это обзор P06, третья демо. Давайте там включайте трейлер, музыку и так далее. Начнем, пожалуй, с графики, ибо это и тема для рассуждений проще, и смотреть одно удовольствие. Помните, я во втором обзоре смеялся над названием видео Max Graphics. Ну что ж. Вот на компьютере из будущего, собранном на стриме самыми лучшими людьми на планете и на самых высоких настройках, P06 превращается в жизнь 06. Текстуры высшего качества, динамичное освещение, лучи света, тени, партиклы. А самое главное, это особые эффекты, добавленные на уровне там и тут, по типу светящихся грибов, бабочек, жарива в Crazy City и далее. Каждый уровень выглядит как сказка наяву. У вас может случиться отторжение мозга, если вы зайдете обратно в 06 после этой демки. Впрочем, доступна эта роскошь, понятное дело, не каждому. Да и чего ж греха таить, даже мне не особо. Иногда игра любит подтормаживать, и вот ты мне ответь на вопрос. Это Chaos Iska беды с оптимизацией пошли от совместных посиделок с 2020 или это RTX 260 Super, не тянет. Анимации также не остались без внимания. Большая часть из них завязана на новых механиках, так что об этом попозже. Но вот я думаю, если не большинство, то как минимум половина фанбазы всегда смущала анимация Соника, когда он бежит навстречу Иисусу. Меня, в общем-то, норм. Воспринимаю как фишку игры, но вот для брызгающих кислотой из задницы... Fuck you. Chaos Iska Взял и сжал кулачки. Пусть и на самой максимальной скорости Соника, но сжал же. Выглядит бесподобно, теперь я хочу такие в обычном беге, При особом желании можно вообще все анимации Сонику поменять на те, что были замечены на всяких там несуществующих демках, и они даже ничего. Обожаю, как Соник подпрыгивает от каждого шага. Вид адвенчур. Да, еще персонажи теперь открывают рты, когда говорят. Помним, да? 20-летний программист. Sonic Team. В музыкальном плане вроде бы все то же самое. Был бы, конечно, если тут что-то изменилось. Ну вот в плане озвучки уже поинтереснее. Видите ли, 06 это игра, обрезанная похлеще любого еврея. И вырезаны в ней не только всякие мелочи, по типу там геймплея, сюжета, но и добрая половина реплик персонажей на уровне. Chaos Emochkin Спешит вернуть вам экспириенс говорящих без умолку персонажей. И, конечно же, я в восторге. Ребят, мы фанаты ебаных Хируса. Я люблю это дерьмо. Давай, включай это дерьмо! А в нем-то как раз персонажи говорили. Ну вот в чем шутка. Есть мнение, что весь этот пи***ь штука раздражает. А я говорю, что он делает персонажей живее, постоянными диалогами друг с другом и реакцией на происходящее. И благодаря восстановленным репликам прохождение уровней стало еще насыщеннее комментариями персонажей и с полноценными диалогами. Elise, are you all right? Yes. Ну, блядь, это все просто шутка по сравнению с тем, что он, блядь, сделал заставку. Shadow, don't be late. You're talking to me? Вы понимаете, что за ним будущее? Это ж обосраться можно, если представить, что таким макаром можно не только спасти весь вырезанный контент, но и нехило дополнить им игру новыми заставками, сделанными не из гипсокартона и мертвого ужаса. Да, отличная подводка, конечно, от мертвого ужаса к геймплею.
Начнем обсасывать уровни. Думаю, вы ради этого в первую очередь здесь и собрались. Из новых красавцев нам доступны White Acropolis за Соника и Тейлза, Tropical Jungle за Соника и Лис, Магнитогорск за Соника и Aquatic Base за Соника, Тейлза и Наклза. Да, есть и небольшие нововведения на уже имеющихся уровнях, по типу настоящего рычага в Radical Train, измененной палитры Kingdom Valley для пущего соответствия демонстрации с E3, нормальных колготок и лис вместо той оранжевой болезни и отдаленной камеры в определенных сегментах уровней. White Acropolis. Думаю, мне не стоит говорить, чем знаменит этот уровень в первую очередь, да? Китайский Соник! Ну, в принципе, да. Китайский серфинг Соника по снегу в 0,5 мм в час, управление настолько тугое, что проще вам самим придумать пошлую шутку вместо меня. Ну, стало вроде получше. Его знает. Управляемости-то он прибавил, но какого-то хрена его постоянно заносит перекрутиться задом наперед и в таком положении прожить оставшуюся жизнь. Зато если вам так уж сильно не хватало скорости в этих этапах, Cha-cha-cha. добавляет уникальную механику ускорения отталкиванием ноги. Задумка потрясная. Исполнение отличное. Серфинг все равно не спасает. В некоторых местах такого вообще как Запорожец на российских. Сам же уровень более никаким изменениям не подвергся. Стал выглядеть краше и снежнее. Такое слово вообще есть. Однако, по идее, которая так и не смогла воплотиться в игре, вы путешествуете вместе со своим Бадди Тейлзом. Ну, вы знаете, который появляется из ниоткуда в середине уровня, будто бы вы ему эстафету на Олимпиаде передаете. Каково же будет ваше удивление, если я скажу, что чувак добавил его на уровень бегать вместе с вами и наоборот. И это даже не самое главное, он, блядь, адекватный! Напарники в 0.6, если и появлялись, то ненадолго. То они просто за вами не поспевают и респавнят за каждые полшишечки, то забагуют где-то. P063, блять, это Heroes. Вот давайте сразу перемахнем на Aquatic Base, потому что с Резиденцией и Деда Мороза все ясно. С вами бегают оба, Knuckles и Tails. Это... Я это сейчас пишу и, знаете, сердечко греется. Когда они бегут с вами... Heroes поет в моей душе. Серьезно, я просто в восторге. Если бы между ними можно было бы еще приключаться, это мечта. Heroes 06. Хотите, я вас немножко заставлю грустить. Вот я играю такой в первый раз Generations, и там Seaside Hill. Бежит такой Соник, а там мертвая петля с 3 дорожками. А он бежит там один. Я такой смотрю на это. Где же мои персонажи? Где Тейлз? Где Наклз? Ну почему Соник бежит тут один? Так мне стало тепло, когда появились они оба в этой демке P06. Благослови тебя, Господь. Chaos X. Aquatic Base же, между тем, тоже чем-то вроде знаменит. Вы шаром. Да, 06 просто обожает ебать игрока блядскими шариками. Давай, короче, возьми вазочку и вот так вот толкай. Это и есть чип. Нет, это еще хуже. Помните, да? Катать шар над пропастью, пересекать лазер, одна ошибка и ты труп. Забудьте. У шара. Шара, Шура, пошла. Да заткнись! Шары у Шуры хороши. С меня сок течет. У шара теперь... У шара теперь минимальная инерция, чего управлять им проще, чем батиной шахой. Но самое, сука-то, главное, он больше не одноударный, ёб вашу японскую мамашу. Вы можете словить несколько ударов, и шар просто уменьшится. Стоит ли мне говорить, что этап из раздражающего стал просто элементарным? Наверное, по такому случаю чувак решил добавить целую дополнительную секцию с этим шаром. Проходится так же просто, настолько, что мне аж сказать нечего. Блять. В тропических тропиках чего-то особо нового замечено не было, кроме графония, естественно. Блять, там динамичная смена погоды. Сначала облачно, а потом облака рассеиваются и солнце светит. Да охуеть можно! Поэтому пора уже переходить к последнему и одному из самых важных уровней во всей игре. Магнитогорск. Кризис Сити воссоздан в первозданном виде с добавлением спецэффектов так, чтобы они не мешали атмосфере уровня, а наоборот дополняли ее. Но это-то уровень. А там-то еще максимальная скорость, в которой есть 2 стула. На одном анимация точеная того, что вас засасывает в торнадо, а на другом врезание дроченое с последующим отталкиванием. Не думал, что спасение секции максимальной скорости в виде невозможности больше врезаться во все подряд станет настоящей болью на этом странном этапе. Ведь за вами гонится, да надо. Вам необходимо удирать, и тут вы вырезаетесь в одну из этих колонн, и вместо того, чтобы как в оригинале просто пройти насквозь и потерять кольца, вы отталкиваетесь, теряете не кольца, а скорость, и пустыня поглощает вас. В итоге получается, что пройти этот этап нужно вообще ни во что не врезавшись. Пи***ц! Ну и думаете, что я скажу все. На этом изменения кончились. Сейчас. Ведь на этом... Только на этом уровне есть особая,
Супер уникальные и нигде больше недоступные фичи, для которой Chaos is SSSAAASSS. еще и подсказку сделал. Блять, когда в первый раз это обнаружил, я прям сразу же с рельсы. Перепрыгивание с рельса на рельсу в 0.6, блять. Сука. Это меня поражает больше всего. Механика работает восхитительно, он быстро перепрыгивает по нажатию кнопок направления и больше ничего. Анимация радует глаз, а она, я напомню вам, сделана с нуля, и даже Джейсон Гриффит приглашен на роль Соника озвучивать подсказку. Ибо по-другому я не могу объяснить, что он говорит про эту возможность в игре, в которой ее отродясь не было. Используется эта фича только в одном месте, только на одном уровне. Кстати, по рельсам научились кататься вообще все персонажи, включая тех, кому это сражение противопоказано. Блин, рофл в том, что он и им сделал анимации и перескок с рельса на рельсу. Святой человек, ой, святой. Чего же еще он сделал нашим персонажам? Да починил их, блядь! Во втором обзоре я, дуболом сумчатый, в упор не увидел всех изменений, связанных с Наклзом, и пробежался по нему быстрее говяжьего доширакового паноса. Ведь ему добавили 2 новых приема. Увеличили скорость махания кулаками, скорость глайда, сделали нормальное взбирание по поверхности, увеличили радиус действия штопора. Блядь, Наклз работает! Из самого бесполезного и сломанного персонажа он превратился в настоящего красавца и кулаками быстро машет. И приемчики показывают, все на раз разлетаются, и ходит, и летает-то он быстро, и карабкается нормально. Я такого кайфа в прохождении базы Акваминерали за Наклза не получал вообще ни разу. А он есть. Так же, как есть кайф из-за Тейлза. Махи хвостами на земле и в воздухе. Их радиус действия был увеличен, а после воздушного удара еще и можно взлететь. Казалось, что дальше улучшать Тейлза ну просто невозможно. О, брат. Chaos Arse. Таргет, капсулы, в полете, а на земле они всегда летят в цель. С ускоренной анимацией. Блять, у меня просто нет слов. Ну вообще нет. Это да. Это просто да. Больше нет никакой ебаной. Попадет, не попадет, любит, не любит. Попадет! Вы даже будете знать об этом. Я буквально поражен тем фактом, что за 2 демки чувак смог превратить откровенно убогую и интересную механику в действительно что-то стоящее, как и самого персонажа. С Сильвером примерно то же самое. Раньше за него было играть просто прикольно, а сейчас охуенно. Главное его нововведение, которое отлично вписалось в геймплей и неплохо так его дополнило, это телекинетический фаербол, оглушающий врагов раз, а оглушенного врага убивающий 2. Охуенно. Добавлен таргет на врагов, когда вы собираетесь в них чем-то пульнуть. Я уже устал говорить, что это гениально, поэтому идем дальше, вы и сами все понимаете. Да вот, собственно, и все. За Сильвера в P06 есть только его маленький отрезок Kingdom Valley. А хочется, сука, целую компанию. Играть им одно наслаждение. И благодаря доработанной физике. И благодаря спецэффектам и смачным взрывам. И, конечно же, новым фишкам. Добрались мы таки до главного героя, на введении у которых кот наплакал. В максимальной скорости добавили возможность подката из томба. Если первый я могу понять, где может быть полезен, то второй вообще не. И отключили всякое ограничение на скорость, сделал Соника, если тут разгонится, конечно. Неуправляемый ебаный под грибами сгнилых джунглей! Иными словами, не набирайте больше максимальную скорость максимальной скорости. А в основном геймплей заезжа... Добавили возможность лайтдэша, будучи в спиндэше. Ну, а если серьезно, то Соника уже просто некуда улучшать. Можно было бы, конечно, добавить больше управляемости на месте, как и в оригинальном 0.6. Но в данной демо он и так управляется лучше некуда, и в принципе всем устраивает, как и сама демо. Chaos X. Ты не посмотришь этот ролик. Не узнаешь про бедного андерграундного ютубера из России, который кричит на бородатого бразильца и отечественные игры пром. Но я хотел бы пожать тебе руку и сказать огромное спасибо. Ведь благодаря твоим усилиям, твоим стараниям и видению, мы получили не просто сухой порт с минимумом нововведений, а настоящий ремейк Sonic the Hedgehog 2006 года на ПК. Пусть он и не играется так же, как 0.6, но с его помощью люди, которые не могут поиграть в оригинальную игру, ознакомятся с ее улучшенной версией на персональный компьютер и, возможно, наконец, перестанут называть ее худшей в серии. Ну а с вами был Сумочкин, ссылка на оригинальный ролик со всеми ссылками на скачивание будет в описании. Заходите в наш паблик, посмотрите обзор по Sonic 2020, убитый ютубом. И помните... Chaos X. I'm waiting for my story in the next demo.